Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас интересное и приятное видео. Оно о горохе, о сахарном горохе, горошке, который мы уже где-то пару дней, с 14 мая начали собирать и наслаждаемся вкусными сладкими зернышками. Зная, что весна будет затяжная, мы, как и несколько лет назад, решили посеять семена гороха именно в теплице. Хотелось иметь высокоурожайный сорт. В семеноводческом магазине были разные, несколько было отечественных сортов и всего один иностранный. Это была компания «Сингента». И выбор, конечно, небольшой. Средний ранний сорт со сроком вегетации 60 дней был. И название у этого сорта Сомевурт. Сингента компания, это голландская компания. И такое название Сомевурт. Почему выбрала сорт этого гороха? Почему Сомевурт? А в первую очередь из-за того, что это растение устойчиво к фузариозу и мучнистой росе. В теплице высокая влажность воздуха. И в один из первых годов, когда мы посеяли горох в теплице, наш обычный тогда был отечественный горошек, он заболел мучнистой росой, и пришлось его убрать раньше срока и интенсивно обрабатывать и почву, и всю рассаду раствором триходермина. Кроме устойчивости к опасным грибковым заболеваниям, этот горох с таким названием Сомевурт хорошо переносит резкие перепады температур. Я, кстати, заранее все характеристики перечитала и уже знала эту особенность. И знала особенность этой затяжной весны 2022 года с резкими перепадами температур. И климат нынче именно таким и оказался. Температурные качели постоянно предоставляют нам и растениям ряд испытаний. И мы посеяли семена гороха 7 марта 2022 года в плодородном тельце, но в сухую землю. Тогда ночью были минусовые температуры от 0 до минус 4 градусов, а днем были плюсовые температуры. Причем по прогнозам синоптиков, и по прогнозам, которые мы сами себе составляем, тенденция с морозными ночами должна была продолжаться до 21 марта. Мы это знали. Причем температуры минусовые были ночами от минус 5 до минус 13. Поэтому семена были брошены в сухую почву. И уже 21 марта в Скорпионе, уже солнечное, это у нас прекрасное время, весеннее начинается теплое. И в это время провели первый изобильный полив теплой водой. С 22 марта весеннее тепло прибывало, и горошек через неделю стал всходить, появляться из почвы. Поливы проводили редко. Почва в теплице была хорошо подготовлена с осени. Сначала закопали в почву солому, а потом были посеяны семена фацелий. Из-за более-менее теплой осени, тем более это же теплица, и зима иногда на короткие периоды морозила солидно, но фацелия хорошо взошла осенью и росла до середины февраля. Потом мы ее закопали в грунт здесь же теплицы. Фундамент под хороший урожай овощей и для гороха был заложен основательный. Да и сам горох – это же отличная промежуточная культура для насыщения почвы природным, естественным, натуральным азотом. После уборки гороха здесь будет посажена рассада сладкого перца и баклажан. Если сделать расчет,
то с момента первого полива и установления плюсовых позитивных температур именно с 21 марта и до 14 мая, когда мы собрали первые стручки гороха, то вот получается, что вот этот сорт Соме Вурт действительно средний ранний сорт со сроком вегетации около 60 дней. Мы очень довольны, что купили этот сорт гороха для теплицы. Именно в теплице он показывает себя во всей красе. А вот посев в открытом грунте уже в апреле месяце был сделан. И вот за холодной затяжной весны растения самевурда в открытом грунте небольшого росточка, слабые. Вы сами видите. Надеемся, что растения все-таки подтянутся к высоте хотя бы 35-40 сантиметров и порадуют хотя бы небольшим количеством стручков с сахарными горошинами. Только не знаем, когда это произойдет, потому что с погодой происходят вот такие, продолжаются климатические вот эти качели, перепады температур. Погода особо не радует. Кстати, в нашей теплице горох самевурт вырос в высоту 80 сантиметров. Вот такая высота. И все цветет и цветет, и завязывает все новые стручки, а в стручках такие прекрасные, красивые горошины формируются. Да, кстати, стручки имеют длину 6, 7, иногда даже 8 сантиметров. Длинные такие. Вот думаем еще купить семена этого же гороха на следующий год. Понравился он нам всем. Он храбро противостоит стрессовым ситуациям с климатом. Хорошая, кстати, всхожесть. Хорошо плодоносит. Горошины такие вкусные, сахарные, ароматные. Единственное, кому не очень нравится горох, это рассада баклажанов и сладкого перца. Придется сделать еще одну перевалку для рассады в чуть большие горшки, чтобы через 10-14 дней высадить уже на месте, где вот здесь рос горох. А уж на этом месте им, думаю, очень понравится, когда их высадим. Ведь после гороха почва будет насыщена природным, естественным азотом, а его очень любят перцы и баклажаны. Это уже проверено не один раз, и мы уже это делали и под томаты, и под перец, и под баклажаны. Вы можете сказать, что зачем надо было сеять именно в марте месяце, в начале. Мы это сделали как раз 7 марта, когда был знак Телец. Можно же было 21 марта посеять. Мы просто любим этот знак и знаем, что этот знак даст хороший толчок. Будет выполнена вся программа этого сорта, но, естественно, при технологии, правильной технологии выращивания. Этот знак позволил нам посеять 7 марта, когда у нас были тогда еще не очень заняты дни, а уже когда 21 марта начались весенние вот эти теплые деньки, естественно, у нас было очень много других дел. И у нас с 7 марта начался вот этот период работы с этим новым сортом. Конечно же, будем, если появится что-то новое, еще испытывать, но этот новый сорт показал себя очень хорошо, и мы с удовольствием будем выращивать его снова же в теплице, при возможности еще купить такие же семена. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик поделились своим опытом получения раннего урожая сахарного горошка с таким названием интересным «Соме Вурт». Очень интересное название и очень вкусный, прекрасный горох, который нам очень нравится. Мы прощаемся с вами с пожеланиями хороших вам урожаев овощей. И все-таки вот этот совет, что нужны теплицы, укрытия, он остается по-прежнему актуальным и будет оставаться актуальным в ближайшие, по крайней мере, лет 7-10, потому что пока
устаканится вот этот климат, который сейчас очень активно меняется, пройдет вот большое количество времени, а нам нужны ранние овощи, витамины ранние, где можно будет выращивать, кроме гороха, уже поздних овощей, теплолюбивых, можно и зеленушку различную, салатики и так далее. Так что прислушайтесь, присмотритесь именно те, кто еще думает и планирует устраивать, строить ли теплицу или нет. Ну что ж, прощаемся с вами всего-навсего. До завтра, до следующего видео. Будьте все здоровы, мира вам всем и добра. Пока-пока.